Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы поговорим о постепенном изменении параметров воды при помощи залива осмотической воды в аквариум. Приобрел себе компактную систему осмотическую. Сейчас я вам ее покажу. Ну что ж, поехали. Покажу я вам ее уже в собранном виде, под раковиной. Дело в том, что на кухне уже у меня есть фильтровальная система, поэтому эту я смонтировал чисто для набора воды для аквариума. Вот она у меня под раковиной здесь смонтирована. Это модель Geyser 2. Здесь сама осмотическая система. Кран чистой воды. Кран набора воды. Ну и вот там красная трубочка. Это смонтирована система слива воды лишней, так как она вся не проходит через мембрану. Вот примерно такая небольшая производительность. Ну, для моего аквариума этого будет хватать. Дождем немного, в ведерко наберем воды и будем делать подмену. Будем делать тест воды, существующей в аквариуме. Ну, будем делать тестами НИЛПа и записывать в программу в телефоне для запоминания. Для начала сделаем тест на кислотность, pH. Скорее всего, она будет равна 8. Вот будем ориентироваться вот по такой табличке и цвету жидкости. Как обычно, делаем промывку емкости, набираем 5 мл воды. Кот тут мне помогает, пришел. Вот это он тут шарился. Качал камеру. Да, я был прав. 8. По цвету жидкости ставим на круг и смотрим. По цвету жидкости pH 8. Затем общая жесткость. Также промываем стаканчик. Набираем 5 мл воды. Вот они. Добавляем индикатор, предварительно взболтав, отсчитываем капли. Переход от зеленого цвета, каким является индикаторная жидкость, светло-розовый, темно-розовый, красный и опять к зеленому. Света добавим немножко, то не видно. Вот видите. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот.
вот, вода стала зеленая, 14. Общая жесткость GH 14. Записываем программу и карбонатную жесткость. Также встряхиваем индикатором жидкость, капаем. Цвет должен измениться к желтому. Вот он изначально желтый, и должен также он измениться к желтому. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот, цвет изменился до желтого. 6. СО2 я не подавал, поэтому при таких параметрах при pH 8 его всегда мало. Примерно 2 миллиграмма. Ну вот такие параметры. Тут есть старые параметры и сегодняшние замеры. Пока у нас вода наполняется, осмотическая ведерко, покажу вам небольшой сюжет, как можно закрепить мох. Вот такая взята была сосновая шишка, положена в воду. Она уже неделю у меня отмокает в кружке с водой. Воду я, правда, периодически менял. Вот так она закрылась. Вода у меня темнела, была коричневая. Ну вот сейчас она все меньше и меньше темнеет. Можно уже ее использовать как декор. Достаем мох из аквариума. У меня тут его, правда, немного, совсем осталось, такие остатки. Сейчас мы его попробуем накрутить на эту шишечку. Вот как-то так думаю, выступы шишки самой должны держать наш мох, но не обязаны, судя по всему. Возможно, надо было не ждать. Ну вот посмотрим, будет ли держаться вот такая замшелая шишка в воде нашего аквариума. Там посадим сейчас ее, углубим ее в грунт. Ну и затем я его поближе покажу. Рядом с корешкой сейчас вот здесь вот. Грунт у меня достаточно глубокий, поэтому углубил я тоже прилично. Эту шишку. Посмотрим. Сейчас будем сливать ведерко воды при помощи сифона. Я его уже настроил. Грунт чистить, ну, так по большому счету не будем. Поправим наш папоротник, который мы тут сдвинули с места. Немножко. Ну и все, пойдем выливать старую воду и ждать новую. Ну вот заполнение водой ведра происходит медленно очень, потому как через мембрану проходят только молекулы воды. Вот я тут подсветку включил, поэтому стало лучше видно систему. Вот здесь мембрана, клапана.
Достаточно компактная система. Купил по совету другого аквариумиста. Вот. Рад, что мне дали такой совет. Система сброса воды вот так подключается. Вот так покажу вам. Сверлится отверстие в трубе вертикально. И вот такой хомут ставится. Очень компактно, очень хорошо. Вот кран воды я тоже решил здесь поставить, правда, вот так вот закрепил. Итак, на подготовку воды в количестве 10 литров ушло порядка 50 минут времени. Начнем заливать ее в аквариум. Ну вот, прошло порядка получаса после проведенного мною подмены воды осмотической водой. Сделаем еще раз тесты. Кислотность замерять не будем, она не изменилась. А вот жесткость воды для начала общую GH замерим, а потом уже и KH. Посмотрим, что поменялось. Общая жесткость стала даже больше. Вот. Думаю, причина здесь в чем? В том, что мы трогали грунт. Грунт трогали. 17 стала жесткость, была 14. Перемешали все это, потому что осмотическая вода я замерял по нулям все. Ну а кроме кислотности, кислотность никак не меняется, она как была 8, так и осталась. Водопровода у меня тоже 8. Сейчас замерим карбонатную жесткость. Кот пришел помогать. Тоже замеры будет делать. Аквариумист-любитель. Сел подальше. Так, набрали 5 миллилитров. Начинаем. Раз, два, три, 4, 5. 5. То есть карбонатная жесткость у нас стала 5, а была 6. Результат все-таки есть. А общая жесткость повысилась. Ну, возможно, тест не очень точный. Воды, может, чуть больше я налил, чем надо. Что? Сейчас я вам покажу таблицу сравнительную в программе. Что? Ну вот обещал я вам показать еще результат посадки мха на шишечку. Сейчас поближе покажу. Найдем мы ее в зарослях. Приблизим. Ну вот как-то так. Надеюсь, обрастет мхом.
Мха немного у меня осталось в связи вот с этим перекосом по воде. Поэтому будем надеяться, он выживет. Мох еще есть у меня вот тут, на коряшке. Ну вот отдельно для посадки на шишку как-то не было. Ну на этом все. Буду вас информировать по ходу изменений состава воды в своем аквариуме. Всего вам доброго. До свидания. Если что,